Всем привет, мы на стенде компании Lenovo, и перед нами, на первый взгляд, обычный ноутбук, но если не брать во внимание то, что здесь стоит Windows 8, о котором мы, кстати, тебе уже рассказывали, но это не просто ноутбук, это вообще никак не просто ноутбук, это то, чего нет ни у одной компании в мире, это Lenovo IdeaPad Yoga, которая умеет делать йогу, она умеет делать вот так, да. Вот так поворачивается дисплей у этого трансформера ноутбука. Клавиши, что интересно, остаются здесь. Вот самый интересный момент, как оно будет стоять с клавишами вот тут. Но эта вся поверхность, она мягкая, и момент этот продуман. Он отлично кладется сюда, и клавиши, естественно, не нажимаются. Вот. Опускается и кладется на мягкую поверхность, которая довольно прочно, не супер прочно, довольно прочно стоит на поверхности и не ездит в стороны. Гаджет, новый этот гаджет, аналогов которого действительно нет ни одной компании в мире, еще пока не готовится к официальному анонсу, появлению в магазинах, потому что компания Lenovo собирается дождаться анонса интеловских процессоров на базе Ivy Bridge и выпустить йогу на Core i5, Core i3, Core i7 процессорах с Ivy Bridge. То есть это произойдет ориентировочно в апреле этого года. Экран, разумеется, сенсорный. При повороте его ноутбук Yoga превращается в планшет на Windows 8. Управляется все с помощью пальцев. Естественно, можно пользоваться как обычным ноутбуком. На корпусе йоги гнездо зарядки. Новое гнездо зарядки. Совершенно новый формат не только для ноутбуков Lenovo, но и для многих других ноутбуков, потому что прямоугольных зарядок, честно говоря, я не припомню, кроме макбуков, естественно. Так она вставляется, достается. Сделано это затем, как нам сказали ребята из Lenovo, чтобы подчеркнуть тонкость йоги. Толщина корпуса составляет 16,5 миллиметров. Вес 1,47 килограмма, как нам сказали. Возможно, есть какая-то здесь неточность, потому что он действительно легкий и не выглядит он как 1,5-килограммовый лаптоп. Порт USB, здесь кардридер. Все уже работает, все функционирует, хоть это и сэмпл, но все в порядке. Это что это такое? OS, даже, честно говоря, не знаю, нам не сказали, что это такое. Какая-то функциональная кнопка, видимо, софтверная. Что-то делает с софтом HDMI и USB 3.0, гнездо для наушников. И это качелька регулировки громкости на передней панели, клавиши включения и восстановление системы, индикатор зарядки и работы аккумулятора. Экран глянцевый, жутко уже заляпанный и будет еще более заляпанный в процессе эксплуатации. Не факт, что это конечный вариант йоги, потому что выйдет он, финальная версия, только в апреле. Как он будет выглядеть окончательно, точно нельзя сказать, но совершенно точно форм-фактор будет такой же и похож он будет на этот вариант. Можно только порадоваться за Lenovo, уже который год подряд они представляют новые форм-факторы, но, к сожалению, не всегда у них получается довести дело до завода, до конвейера, до серийных продаж. Многие их новинки, представленные на прошлых CES, так и остались с концептами, хотя они были прорывные. Посмотрим, что будет с йогой. Лично мне продукт очень нравится, и возможно, другие производители обратят внимание на йогу и будут представлять что-то аналогичное, потому что форм-фактор, несмотря на его непривычность, действительно удобный.